Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамыл. Почему происходят отслойки с торцов ногтя и как этого избежать? Об этом в данном видео. Поехали! Ко мне пришла модель с множественными отслойками по торцам. Что самое интересное, у кутикулы их вовсе нет. Почему же чаще всего отслойки появляются именно здесь? Дело в том, что ежедневно мы выполняем множество манипуляций кончиками ногтей. Ногти подвижные, а искусственное покрытие практически нет. По этой причине оно отслаивается во время носки, скалывается и трескается. Это все понятно. Но как этого избежать? Будем разбираться. Первая причина – исходное состояние ногтей. Если ногти истончены, повреждены, то любое покрытие будет держаться хуже. Такое может произойти и с влажной ногтевой пластиной, и с ногтями, которые сами по себе расслаиваются, а также вследствие механических повреждений. Например, клиент сам себе содрал покрытие, или было неправильное снятие, перепиливание, истончение. Поэтому так важно исходное состояние ногтей для хорошей носибельности. Начнем со снятия материала и покажу, каким образом убрать эти отслойки. Сначала необходимо снять часть покрытия твердосплавной насадкой либо керамической. После этого мы увидим границу розовой части материала и белой. Белая часть – это та, которая отслоилась. Необходимо идти кончиком фрезы под углом 45 градусов, четко по данной линии, и тогда отслойка сама уйдет. Выполняем небольшие движения справа налево, подсекая отслойку. Моя модель призналась, что пару покрытий назад сама сорвала себе наращенные ногти. Подозреваю, это стало причиной того, что сейчас гель-лак у нее не держится. Когда мы полностью зачистили всю контактную зону, мы можем убрать данную отслойку. Важно, что ее нельзя отрывать насильно, так как она может оторваться с частью ногтевой пластины. Затем дорабатываем поверхность, ставлю насадку перпендикулярно кутикуле, выполняю движение справа налево плоскостью фрезы. Верхний материал нам необходимо убрать таким образом, чтобы отслойка не продолжала идти дальше. Если вы видите, что отслойка очень большая, то разумнее снять полностью все покрытие, не оставлять мелких кратеров базы. Когда к нам приходит клиент, внимательно осматриваем его ногти и пробуем согнуть свободный край. Здесь он очень подвижен, и это могло стать причиной отслоек. Для такой ногтевой пластины нужно подобрать соответствующую базу. Следующие ошибки связаны с подготовкой ногтевой пластины. Не используйте старые пилки или мягкие бафы, они будут не приподнимать чешуйки, а только их сглаживать. Рекомендую подготавливать ногти пилкой 180 на 240 грит, для того, чтобы чешуйки приподнимались правильно и была хорошая сцепка. Выполняйте движение пилкой в одну сторону, для того, чтобы чешуйки приподнимались правильно. Если водить в обе стороны, то они будут приподниматься и опускаться, и сцепки не будет. Для шлифования поверхности использую пилку с нужным абразивом. Не используйте твердые пилки, так как они будут истончать ноготь, провоцируя отслойки. Кладу палец на бок, совершаю длинные движения слева направо. Стараюсь дважды не проходить по одному месту. Внимательно следите за тем, чтобы вся поверхность ногтя была заматирована и не оставалось глянцевых участков. Остатки базы можно убирать жесткой стороной бафа. Если нет покрытия на натуральных ногтях, то мягкой стороной. Но бафы бывают разные. Низкого качества, когда мы доходим до 10-го ногтя, и бафик уже становится лысый, и он не приподнимает чешуйки ногтевой пластины, а только их сглаживает. Именно по этой причине использую пилочку для подготовки ногтей. Часто мастера не дорабатывают именно правую сторону. Чтобы ее обработать, возьмите верхним захватом руку и совершайте движение, повторяющее изгиб кутикулы. Твердая пилка будет оставлять на поверхности полосы, истончая ногти. Следующий этап – придание формы. Существует мнение, что ногти нужно пилить только в одну сторону, чтобы они запечатывались.
Да, это будет актуально, если просто выполнять маникюр без покрытия. Если у нас будет гель-лак или укрепление ногтей, можно опилить в две стороны. Выполнили маникюр, потому что он не повлияет никаким образом на наличие отслоек на свободном крае. Он может только повлиять на наличие отслоек в зоне кутикулы, но у моей модели их не было, поэтому мы пропустили данный этап. Для того, чтобы сцепка была хорошая, необходимо использовать подготовительные препараты. Если влажная ногтевая пластина – это дегидратор, средство, подсушивающее ногтевую пластину, и двусторонний скотч, праймер бескислотный, который будет обеспечивать наилучшую сцепку. Обезжириваем ногтевую пластину, делают это очень тщательно, чтобы не осталось пыли по боковым сторонам ногтя. Важно для этого использовать специальное средство, можно его заменить спиртом. Бывают некоторые средства, которые в своем составе содержат увлажняющие компоненты, за счет чего может также отслаиваться покрытие. Поэтому приобретайте проверенные средства, можете узнать отзывы у ваших коллег. Ногти у моей модели не влажные, поэтому дополнительно дегидратор наносить не буду, только лишь праймер. Праймер можно наносить как на свободный край, если ногти у нас нормальные, если пластичные и гибкие, то на всю ногтевую пластину. Праймер наносим в небольшом количестве, не наслаивая. Ошибкой будет чрезмерное использование праймера, взять неотжатую кисточку и вот такое количество нанести. Мы видим, как праймер затек весь в боковые пазухи, он там останется, туда же затечет и база. Отжимаю кисть во флаконе, наношу в 3 движения, посередине, справа и слева. Этого достаточно. Необходимо дать время испариться излишком праймера, для того, чтобы не было отслоек. Только после этого мы можем наносить базу. Ошибки в выборе и нанесении базы. Очень важно правильно подобрать базу. Мы будем смотреть на исходное состояние ногтей, на их жесткость, пластичность, а также длину. Если ногти мягкие, то рекомендую использовать мягкую базу, которая будет повторять все изгибы ногтевой пластины, при условии, что длина небольшая. Если ногти мягкие и большая длина, то лучше применять пластичную подложку, а укреплять ногти твердым материалом, например, гелем, акригелем или твердой базой. А если ногти у клиента крепкие сами по себе, то можно использовать любую базу, и пластичную, и более твердую. Немаловажно, что жесткое покрытие не будет давать усадки материала, то есть оно останется идеально ровным, таким, как вы его сделали. Чтобы определить пластичность своего базового покрытия, сделайте тест. Нанесите на гладкую поверхность базу, просушите. Снимите с нее липкость и постарайтесь деформировать. Вы сразу поймете, какого рода эта база и можно ли применять, например, на тонкие ногти, истонченные, или она армирующая, твердо подойдет лучше для укрепления. Если база треснула, но не сразу, это говорит о том, что она армирующая, в тонком нанесении может треснуть, а при толстом слое будет крепкой. Если база мгновенно трескается, ее даже невозможно снять с подложки, это говорит о том, что она хрупкая и подойдет только для нормальных ногтей, которые практически не изгибаются, либо ее можно использовать на подложку из пластичной базы. Также выбираем базу, исходя из ее кислотности, у которой всегда адгезия будет лучше. Но при толстом нанесении на истонченные ногти такая база может давать ожог ногтевой пластины. А бескислотные базы не всегда будут держаться хорошо даже при условии нанесения праймера. Можно сделать тонкую подложку из кислотной базы, а затем уже выполнять выравнивание менее кислотной. В таком случае будет небольшое количество кислоты на поверхности ногтя и не будет ожога. Поскольку ногти у моей модели очень гибкие, важно подобрать в качестве подложки такую же гибкую базу. Длина у нас небольшая, поэтому мы можем позволить себе эластичное покрытие. Если бы ногти были длиннее, я бы сделала подложку из пластичной базы и затем выполнила выравнивание более жесткой,
либо моделирующим гелем или акригелем. Для того, чтобы ногти не сгибались, важно создать правильную архитектуру. Сейчас данный ноготочек немного плосковат, необходимо правильно выстроить архитектуру и сместить наивысшую точку апекс ближе к кутикуле. Иногда толстый слой базы хуже просыхает, от чего может отслаиваться. Нанесите тонкую подложку и просушите ее. По поводу запечатывания свободного края. Можно это сделать очень аккуратно. Если кисточка будет заходить под ногтевую пластину, будет оставаться много материала внутри, что также может спровоцировать приподнятие с кончика. Просушиваем. И вторым слоем выполняем выравнивание ногтевой пластины. Также промазываем ноготь для увлажнения. Торец уже на этом слое не запечатываем. Ставим каплю и распределяем ее, создавая ровный блик. Переворачиваю руку для распределения материала. И здесь кроется еще один важный нюанс. Если долго держать руку в перевернутом состоянии, материал начинает отплывать к центру, оголяя торец. Поэтому так актуальна в таком случае тонкая просушенная подложка. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Если хотите выравнивать ногти камуфлирующей базой, то лучше перестраховаться и предварительно нанести тонкий слой из прозрачной. У прозрачной намного лучше носибельность, сцепка с натуральным ногтем, а у камуфлирующей за счет наличия пигмента сцепка может быть хуже. Помимо этого, камуфлирующие цвета в некоторых лампах хуже просыхают, что влияет на сколы покрытия. Следующие ошибки, которые приводят к отслоению гель-лака с торцов ногтевой пластины, это неправильная полимеризация. Например, недостаточно просушенный материал. Обычно производитель указывает на флаконе необходимое время полимеризации. Часто мастера этим пренебрегают, в погоне за скоростью просушивают покрытие недостаточно, отчего оно потом скалывается. Сделайте тест на определение просыхаемости вашего материала. Нанесите базу в средний слой на глянцевую поверхность, просушите, затем отделите и посмотрите с внутренней стороны, полностью база просохла или остался влажный материал. Это будет влиять на носкость материала. Ведь часто лампа может светить, но при этом плохо полимеризовать. Поэтому такой тест необходимо делать время от времени, чтобы убедиться, что ваша лампа в рабочем состоянии. Отправляем на просушку. Когда молекулы соединяются, происходит процесс с выделением тепла, и клиент может ощутить жжение. Он достает руку из лампы, реакция полимеризации приостанавливается и происходит неправильно. Верхний слой схватился, а внутри остается сырым, в дальнейшем приводя к сколам. Включите на своей лампе пониженный режим мощности для того, чтобы покрытие не так сильно пекло вашему клиенту. А жжение ни в коем случае не стоит терпеть, так как это может привести только к негативным последствиям. Также не наносите очень объемные слои базы, так как он просто не просохнет в лампе. Знаю, многие новички этим грешат, потому что хотят, чтобы поверхность выровнялась быстрее, так проще работать. Но это очень толстый слой, который обязательно сколется. Если хотите добиться плотности камуфлирующего покрытия, лучше наносить материал в несколько слоев, предварительно просушивая каждый. При выполнении выравнивания обязательно смотрите на получившуюся архитектуру. Не делайте наплыв материала на свободном крае. Часто возникает такой наплыв при вверх растущей ногтевой пластине, либо когда переворачиваем руку, не регулируем наклон пальца, материал стекает на кончик. Излишки материала на торце, на боках со временем отслоятся и приподнимутся.
Свободный край должен быть не пустой от материала, не полупрозрачный, с небольшой толщиной. Итоговая толщина на торце 0,5 мм. Я буду использовать твердый гель в таком флаконе с тонкой кисточкой, которым удобно запечатывать свободный край. Прохожусь по краю и отправляю в лампу на просушку. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Гель остается тонкой полоской на свободном крае, его запечатывая. И после этого можно выполнять укрепление базой или гелем, или акригелем. Теперь свободный край не будет столь подвижен, а значит покрытие не будет отслаиваться. Ошибки в нанесении цвета и топа. Стоит ли запечатывать ими торцы? Скажу вам так, если покрытие тонкое, то запечатать стоит, но если мы делаем выравнивание и затем подпиливаем торцы, то запечатывать не имеет смысла. Важно, чтобы цвет и топ были нанесены ровно и без затеков. При покрытии цветом можно не запечатывать свободный край, если было выравнивание базой. Некоторые мастера часто делают следующее: ставят кисточку вот так и как веником начинают запечатывать свободный край, попадая на кожу, пачкая ее и заливая материал под ногтевую пластину. Во время носки от воды гель-лак отслоится, приподнимется, потянув за собой базу. Если все-таки такое произошло, обязательно убирайте эти наплывы салфеткой, смоченной в обезжиривателе. Снимаем излишки на свободном крае, чтобы не было наплывов. И при разравнивании цвета выполняем только длинные движения от кутикулы до свободного края. Кисточка находится лежа, тогда покрытие будет ложиться ровно, без наплывов. Либо убирайте их тонкой кистью к центру. Это касается и топового покрытия. Не наносим его слишком объемно в средний слой для разравнивания поверхности и создания идеального блика. Свободный край можно не запечатывать. Если вы хотите это сделать, если у вас не было выравнивания ногтей базой, тогда аккуратно, перпендикулярно прислоняйте кисточку, чтобы не было наплывов. Можно перевернуть руку на 10 секунд для того, чтобы материал сам разровнялся. В таком случае натеков под ногтем не будет. Следующий пункт, я знаю, очень болезненный – подпиливание торцов. И мастера делятся на два лагеря. Одни говорят, что нельзя подпиливать, другие подпиливают и этого не боятся. При выравнивании ногтевой пластины, при объемном нанесении базы можно подпиливать торцы, база не должна отслаиваться от натурального ногтя. Если она все-таки отслаивается, можно сделать следующее: выпилить натуральный ноготь изнутри, и ноготь будет словно запечатан под материалом. Если все-таки у вашего клиента ничего не держится, никакая база, попробуйте следующую манипуляцию. Выпилите натуральный ноготь немного изнутри. Он будет как будто запечатан под материалом. Можно с внутренней стороны промазать базой или топом, для того, чтобы точно ноготь не отходил. Либо использовать другие средства для укрепления твердой системы: гель, акригель и акриловую систему. Торцы мы подпиливаем следующим образом. Ставим пилку под ноготь, то есть не перпендикулярно, чтобы покрытие у нас расслоилось, грубо говоря, и приподнялось со временем, а под ногтевой пластиной немного убирая натуральный ноготь. Получается четкий ровный торец. На моем канале множество видео с лайфхаками, как улучшить носибельность гель-лака и сделать так, чтобы он не скалывался. Обязательно их посмотрите, если еще не видели. Включайте уведомления о новых публикациях, нажав на колокольчик, и пишите в комментариях, хотите ли увидеть продолжение этих ногтей. Но я желаю вам стойкого покрытия. Всем счастливо, успехов, пока-пока!